Когда археологи в 22 году начали работы в храме Топосирис Магна, они натолкнулись на нечто, что сразу породило слухи о сенсации. Подземный туннель длиной более 4000 футов. Этот тоннель пролегает под основным зданием храма, уходя глубоко в землю и скрываясь под песками. То, что поражает, его архитектура. Стены из хорошо выложенного камня, арки и коридоры, которые находят параллели лишь в крупных древних гробницах. Но главное, этот проход не ведет к обычным подземным помещениям храма, как кладовые или подвальные залы. Похоже, это был целенаправленный конструктивный элемент, связанный с чем-то большим. Возможно, с погребальной камерой. Археологи отмечают, что туннель идет в направлении, которое может соединяться с другими частями комплекса, и что при исследовании были выявлены ответвления. Там уже находят элементы античных стен и даже остатки древнего потолочного покрытия. Слухи об этом проходе облетели СМИ. Возможно, он ведет к гробнице. Это вход в тайную камеру. Но пока никто не утверждает это с уверенностью. Осторожные ученые подчеркивают, туннель — лишь часть головоломки, и сама камера еще не обнаружена. Может ли этот туннель оказаться прямым путем к захоронению одной из самых загадочных цариц? Прежде чем ответить, стоит разобраться, что еще было найдено рядом. Древние сокровища. Непосредственно в зоне раскопок вокруг туннеля обнаружили множество предметов, которые могут служить подсказками. Среди находок — монеты с портретом Клеопатры, амулеты, маленькие статуэтки богов, украшения, осколки сосудов и надломанные куски саркофагов. Эти предметы не обязательно указывают на место ее захоронения, но они создают весомую аргументацию. Именно в этом районе было присутствие элитных лиц. Монеты с ее изображением — редкость, особенно в Александрии. То, что их нашли именно здесь, усиливает мысль, что зону посещали люди, связанные с ее временем. Одна из находок — золотой язык, тонкая пластина с надписями, возможно, ритуального характера. Также отмечены остатки лепных украшений с элементами архитектуры, характерными для богатых погребальных построек. Но с осторожностью, не всякая древняя вещь означает, что здесь гробница. Некоторые артефакты могли быть привезены позже, быть подношениями или захоронениями более позднего периода. Тем не менее, совокупность этих находок дает мощный контекст. Мы не просто смотрим на древние руины, мы видим следы элитной жизни, предметы, которые могли принадлежать самой царице или ее приближенным. И это ведет к вопросу, кто еще из того времени оставил следы здесь? Следы римского присутствия. Раскопки вблизи храма дали следы, которые с большой вероятностью можно отнести к римскому времени, сразу после кончины Клеопатры. Это неудивительно, ведь после ее смерти Египет превратили в провинцию Рима. Но наличие прямых следов римской архитектуры и обычаев рядом с храмом Топосирис Магна особенно важно. Археологи нашли остатки римской кладки, части колонн, фрагменты плит с римскими мотивами. В одном из помещений осколки римской керамики и черепки из лагерей римских солдат. Это тесно связывает этот участок с римским присутствием в Александрии. Если Клеопатра была похоронена в этом храме, то захоронение могло быть под строгим контролем римлян либо потому, что они не позволили создавать величественную гробницу в центре города, либо потому, что хотели скрыть или контролировать место ее покоя. Кроме того, архитектурные следы римской реконструкции могут означать, что храм с течением времени был переоборудован. Возможно, часть коридоров, ходов или стен была изменена впоследствии римскими строителями, что затрудняет сейчас восстановление первоначального плана. Тем не менее, эти римские следы — не доказательства гробницы, они скорее сигнальная метка. Именно в этом месте происходили события важного раннего периода после правления Клеопатры. Второй шанс через века — что-то могло сохраниться скрытым под слоями земли. Открытие 21 века. Ключевую роль в современном поиске играет археологиня Кэтлин Мартинес. Это не громкое имя из элиты научного истеблишмента, но именно она первым выдвинула гипотезу о храме Топосирис Магна как возможном месте захоронения Клеопатры. Мартинес с командой из египтологов и международных спонсоров начала раскопки в середине 2000-х годов. Ее подход не слепой поиск, а комбинирование древних источников, геофизических данных и осторожные пробы почвы. Она выбрала Топосирис Магна не случайно. Храм стоит к западу от Александрийского некрополя, в районе который древние определяли как зона теней города. Мартинес аргументировала, что царица могла быть похоронена не в центре, а именно там, где земля была священной, но не публичной. Под ее руководством обнаружены и туннель, и артефакты, и коридоры. Ее команда первой использовала новейшие методы визуализации земли, такие как георадар и магнитометрия, чтобы искать пустоты под каменной поверхностью. Мартинес неоднократно подчеркивала: «Я не утверждаю, что мы уже нашли гробницу». Она воспринимает свои открытия как подсказки, которые нужно проверять дальше. И это честный подход исследователя. Почему именно этот храм? Почему именно храм Топосирис Магна считается главным претендентом на место захоронения?
Причины складываются из комбинации географии, легенд и логики. Во-первых, храм расположен в западной части Александрии, в направлении от Нила, в символическом западном мире, где должны были быть похоронены умершие. Во многих древних культурах Запад символизировал загробный мир. Во-вторых, храм был посвящен богу Осирису, богу смерти и возрождения. Этим местом пользовались жрецы, которые могли иметь право участвовать в обрядах перехода. Если погребение должно было быть тайным, использование культового храма как место могло дать защиту от посторонних. В-третьих, древние источники упоминают, что место, куда бросили прах Марка Антония и Клеопатры, было вблизи древнего города, внутри ее границ, но не в центре. Это накладывает рамки поиска, не сердце города, а периферия, храмовые зоны. Наконец, уже в древности часть Александрии ушла под воду, и культовые постройки могли быть отодвинуты или перенесены. Храм Топосирис Магна уцелел как наземная цель. Все эти причины не дают стопроцентной гарантии, но создают правдоподобную гипотезу. За ней туннель, артефакты и римские следы. Теперь следующий шаг — заглянуть в разрушение древнего города и понять, почему многое было уничтожено. Разрушенная Александрия. Александрия — город на берегу Средиземного моря, но ее часть ушла под воду. Землетрясения, цунами и оползни за столетия уничтожили значительную часть прибрежной инфраструктуры. Историки считают, что та часть города, где мог быть дворец или мавзолей, давно погружена в море. Древние хроники упоминают, что Никейский залив и берега Александрии подверглись разрушениям. Порт, причалы, части набережной — все это смыло водой. Значительные архитектурные объекты, возможно, даже участки гробниц, могли быть стерты волнами. Для археологов это создало огромную проблему. То, что было когда-то видно на поверхности, исчезло под толщей морской глины и песка. Бывшие улицы и основы зданий теперь покрыты слоем донного ила. Именно поэтому многие полагают: возможно, гробница Клеопатры находится не на сохранившейся суше Александрии, а в ее подводной части. Но найти что-то там — задача технологий. Подводная археология, сонар, дистанционное зондирование. Тем не менее, разрушения не стерли все. Руины храмов, части стен, фундаменты могут быть найдены как под водой, так и на земле. Храм Топосирис Магна уцелел частично и потому находится в центре гипотез. Следующий шаг — перейти к подводным исследованиям, которые могут указать путь к гробнице. Подводные раскопки. Недавно археологи объявили: у побережья Александрии, вблизи храма Топосирис Магна, обнаружен древний затопленный порт. Он лежит на глубине около 40 футов и содержит четкие следы строений, кувшинов, якорей и полированных полов. Это доказывает, в древности сюда могли заходить корабли прямо к храму. Этот порт связывают с гипотезой, что Клеопатру могли доставить по воде из дворца или другого места к храму, используя туннель, найденный под землей. Расстояние от порта к храму примерно совпадает с длиной туннеля. Археологи, работая в сотрудничестве с морскими исследователями, применили сонары и гидролокаторы, чтобы картировать дно и выявлять искусственные структуры. Там уже видно колонны, блоки и прочие остатки зданий. Если порт и туннель связаны, это могло быть тайным маршрутом. Через воду и под землей доставить тело и избежать обнаружения со стороны. Но все это гипотеза, пока не подтверждена наличием захоронения. Вместе с этим находят и подводные артефакты, человеческие останки, фрагменты сосудов, штукатурку. Но ни один объект пока не доказывает: здесь гробница Клеопатры. Однако сочетание туннеля и порта усиливает аргументы в пользу храма как места захоронения. Контраргументы ученых. Гипотеза храма Топосирис Магна и туннеля вызывает скепсис в научном сообществе. Множество египтологов считает, что нет прямых доказательств, связывающих эти находки с гробницей Клеопатры. Один из аргументов. Древние тексты часто говорят, что ее гробница была в египетской столице, в пределах города, а не в удаленном храме за пределами. Если бы хотели спрятать, могли выбрать отдаленное место, но не обязательно храм. Критики отмечают, артефакты, найденные в храме, могут принадлежать к другим личностям, к прошлым правителям или даже к поздним периодам. Не исключено, что храм использовался для культовых целей, а не как место захоронения. Также сам туннель может иметь иное предназначение — водоснабжение, связь, канализация или религиозные практики, не обязательно ведшие к гробнице. Часто тонны гипотез на основе пустот в земле оказываются ошибочными. Наконец, даже порт — не доказательство. Портовые сооружения были распространены, и его связь конкретно с Клеопатрой — сильное утверждение, требующее прямых находок. Надписи «саркофаг», «мумия». Тем не менее, ученые не отвергают идею полностью, но настаивают: гипотеза еще далека от доказательства, пока не будут найдены ключевые элементы, которые нельзя толковать иначе. Технологии поиска. Как сегодня ищут гробницу? Технологии подводной и наземной археологии развились, и они дают шанс раскрыть тайну. Используют георадар, который посылает радиоволны и фиксирует пустоты или плотные объекты под поверхностью. В местах раскопок применяют магнитометрию. Изменения магнитных полей могут указывать на металлические артефакты или структуры.
Также используют гравиметрию, измерение отклонений в гравитации, которые возникают над подземными пустотами. Под водой применяют мультилучевые сонары и подводные гидролокаторы. Они создают картину дна, показывая формы, похожие на стены или колонны. Также применяют подводные роботы-дроны и дистанционные подводные аппараты, которые могут проникнуть в узкие пустоты. Археологи использовали сплав технологий. Сначала сделать обзор грунта и дна, затем точечно копать, документируя каждую каменную плиту, сохраненный блок или артефакт. Если обнаруживается пустота нужного размера, ее исследуют дальше. Технологии не гарантируют успеха, но они минимизируют риск, не разрушают важные слои, дают точные данные и помогают избежать ошибок. И именно сочетание технологий и классического копания дает шанс наконец найти захоронение, если оно там есть. Где мог быть саркофаг? Даже если туннель и порт приведут к храму, вопрос, где внутри него могла быть погребальная камера? В раскопках храма уже обнаружены глубокие шахты и подземные камеры. Некоторые из них выглядят как вертикальные колодцы, ведущие вниз на десятки футов. Один участок под храмом, большая пустота, мог бы быть камерой. Если ее застекливать или замуровать, он мог сохраниться. Однако доступ к ней может быть через боковой ход. Еще один вариант — камера под основанием алтаря, под центральной частью храма. Это место сакральное и может быть скрыто. Возможно, к ней ведут ответвления туннеля. Также могли выбрать место под землей вне самого храма, связав его к туннелю и портальной осью. Это позволит не разрушать храм, а спрятать захоронение под ним. Но ни один из этих вариантов пока не подтвержден находками саркофага, надписей или мумии. Каждая версия — гипотеза. Но сочетание туннеля, порта, камер и глубинных шахт создает цельный образ возможного пути к захоронению. Что если найдут? Если гробница Клеопатры действительно будет найдена, это станет крупнейшим археологическим открытием последних десятилетий. Для истории это даст не просто имя и дату, а физические подтверждения событий, о которых писали древние. Появится возможность изучить останки, подтвердить возраст, родство с отцом Птолемеем XII, состояние здоровья, возможные причины смерти. Особенно важно подтвердить или опровергнуть миф о самоубийстве с помощью змеи. Кроме того, это может изменить восприятие самой Клеопатры. Многие представляют ее через призму римских авторов как интриганку и соблазнительницу. Но находка гробницы может подчеркнуть ее образ как правителя, стратега, женщины, которая боролась за независимость Египта. Политически это будет шаг для Египта. Мировое внимание, приток инвестиций в туризм, усиление культурной роли страны. Археология снова станет объектом массового интереса. Но важно помнить, с такой находкой придет и ответственность. Сохранение, изучение, экспонирование — все должно быть сделано с уважением и научной точностью. Гробница Клеопатры — это не просто камни и артефакты. Это история, заключенная в камере времени. И все же, даже если не найдут ничего внутри, сам путь поиска уже изменил науку. Но один финальный вопрос остается. Где, по мнению ученых, находится гробница с наибольшей вероятностью? Самая вероятная версия. На основании всех данных многие археологи считают, если гробница Клеопатры сохранилась, то храм Тапосирис Магна — ее наиболее вероятное местоположение. Не из-за догадок, а потому что здесь сходятся все ключевые элементы: культовое значение, география, туннель, порт, артефакты. Туннель под храмом — инженерное чудо, совпадающее по времени и по направлению. Артефакты, включая монеты и статуэтки, явно относятся к периоду ее правления. Архитектура храма позволяет существование скрытой камеры. Также именно здесь были найдены мумии, погребенные с золотыми языками. Ритуальный знак, который связывают с элитными захоронениями. Хотя ни один предмет не указывает прямо на Клеопатру, совокупность факторов создает убедительную версию. Некоторые ученые выдвигают альтернативы. Подводные участки древнего города, уцелевшие зоны на территории нынешнего города. Но пока именно храм у побережья дает наибольшую плотность доказательств. Важно, пока нет ни мумии, ни саркофага, ни надписи. Все основано на косвенных, но сильных признаках. Поэтому поиск продолжается, и каждый новый шаг может стать решающим. Таким образом, наиболее логичная версия, опираясь на все найденное, указывает именно на храм Тапосирис Магна как на главный ключ к разгадке. Закрытая тайна. Гробница Клеопатры остается нераскрытой более 2 тысячелетий, и, возможно, именно это ее самый мощный щит. Ни одна правительница древности не окружена такой завесой загадок, и ни одна не вызывает столько споров. Сама Клеопатра, осознанно или нет, создала миф, который пережил империи. Ее смерть, окруженная слухами, ее тело, исчезнувшее без следа, и город, ушедший под воду, создали почти идеальную историческую головоломку. Но, несмотря на это, наука шаг за шагом приближается к ответу. Реальные находки, не вымысел, не сказки. Они лежат в земле, в камне, в воде.
Они ждут, когда кто-то их расшифрует. Сегодня мы ближе, чем когда-либо. И если гробница действительно под храмом Топосирис Магна, вопрос времени, когда мир наконец увидит место, где покоится Клеопатра. Если же ее могила никогда не будет найдена, она останется символом, как властительница, которая даже после смерти осталась недосягаемой. И все же в каждом раскопанном коридоре, в каждом поднятом артефакте звучит тихий голос истории. Он не кричит, но настойчиво шепчет: «Правда рядом. Надо только копнуть чуть глубже».